Ребят, привет! Сегодня локация совсем другая. Пришла посылка. На улице 37 градусов жара. Ребят, пришли болты, винты, крепления, скобки для вот этого вот прицепа. Что у нас здесь? У нас вся проблема в чем? Вся проблема вот в этом дне. Я, во-первых, его использовал без чехла, без крышки. То есть совет всем, кто покупает прицепы, покупайте сразу. Ну, если он, конечно, у вас не в гараже стоит, то до лампочки. А если не в гараже, на улице, покупайте сразу, чтобы он был накрытый. Потому что дно вот этого прицепа, оно портится. Это, во-первых, оно все испортилось. А во-вторых, я вам рассказывал, я вез, когда эти бревна мои по 400 килограмм. Кому интересно, может посмотреть, как я это делал. И пробило мне. Вот там пробило, здесь пробило. Я вам сейчас покажу. Вот. Видите, у меня здесь пробито насквозь туда. И тут. А тут вообще все вырвало. То есть, пипец. Вырвало. Вот. Одно, видите, какое? Все. Все испортилось. Видите, все. Это уже не фанера, это уже труха. То есть, это вот девятка. Ну, в общем, короче, у меня задача какая? Вот здесь все придется выкручивать, все вот эти вот болты, винты, все, что здесь вот снимать. Вот этот специальный набор от этой фирмы. Все рассчитано так, что и на высоту, что по нормам, по немецким, тоже надо проходить техосмотр. Нужны нормы выполнять. Вот по этим нормам, значит, все эти болты. Вот. И я, значит, что сделаю? Я завтра, наверное, поеду в магазин и куплю такую фанеру. Потому что дно покупать на этой фирме очень дорого. Плюс пересылка, вообще бешеных денег все стоит сейчас. Куплю обычную фанеру, буду сам ее делать. Ну, посмотрим, удастся снимать, нет. Но если не удастся снимать, то, значит, увидите, как я это буду все монтировать. Буду делать сам. Так что у нас будет вот такой вот сегодня план. Вернее, не сегодня, а на пару дней на следующий. Мне надо к техосмотру все это мероприятие переделать. Ну, так-то, в принципе, он ничего. Кое-где ржавчинка там подкрасить можно, что-то где-то. Вот эти я менял, я вам показывал уже один раз. Они высохли на солнце, лопнули. Ну, в общем, будем заниматься. Все, переходим на следующую часть. Такое начало сегодня. Так, ребят, привез фанеру домой. Сейчас распакуем. Вернее, не домой, а на дачу. Этот сарай полный, там столы, там что там только нет. Придется тащить в маленький, в мой мастерскую. Посмотрим сейчас, как это у меня удастся все сделать. Неудобная она для одного. Вот так.
негабаритная фанерка. Идем дальше. Надеюсь, что пройду. Все, зашло. Теперь места здесь много. Можно опять забивать. Так. Все. Одно дело сделал сегодня. Теперь. Сейчас надо... Посадили укроп здесь вчера. Надо полить срочно. А там у меня сегодня в магазине попались опять остатки от... Кто-то что-то покупал. Видите? Такая вот хорошая вот. Вот здесь вот целая куча всяких. Они недорого. 1 евро, 1,5 евро, 2 евро. Но вот эти фанерки, они вот так вот где-нибудь что-нибудь какую-нибудь строить, чем-нибудь заниматься. Очень удобно. Видите, какая большая, длинная. Все, это на склад. Так что процесс идет. Вот. Ну что, следующий шаг. Будем разбирать всю эту канитель. Вот это все снимать. Здесь придется вот эти клепки, наверное. Раз, два, три, как раз их здесь. Все их сшибить. Ну и потом все это вынуть в фанеру. В следующей части переходим. Так, ребят, следующая часть. Что я подумал? Здесь болты, вернее, винты с этими, с гайками. И немножко подржавели они. Но они считаются вроде не ржавеющие, но 15 лет прошло. Я сейчас их немножко щеточкой почищу, металлической. И потом у меня есть вот такой вот штука. Это самое. Ржавчину немножко убирать на болтах как раз. Попшикаю. А потом будем там наверху шестигранник. А здесь гайка. Попробуем открыть. Вот. Что-то странно как получилось в наборе. Вот этих вот, как они называются, клепки, всего 6 штук. Как это делать, я не понимаю. Где здесь 6 штук? Здесь у меня только на одной 6 штук. Даже здесь вот 7. Не знаю, что. Ну, мне надо вот этот борт снимать полностью. А если я его только здесь вот сниму, как его оттуда вынуть тогда? Вместе с дном? Может быть так? То есть они, наверное, что сделали? Они, наверное, сказали, что дно открепляешь. Вот эти вот 1, 2, 3, 6 выкручиваешь. И тогда эта вся штука поднимается туда и снимается. То есть не надо снимать вот эти уголки. Наверное, так. Надо инженерную мысль проявлять все время. Я вообще обалдеваю от этих специалистов. Хоть бы написали, хоть бы какую-нибудь написали, это самое, вложили, сказать, вот так, вот так, вот так. Ничего. Болты вперед, до свидос. Так, ладно. Попробуем сейчас почистить. Не так страшно, черт, как его малюют. Один готов. Теперь еще его по кругу. А вот эти здесь, они без этого. Нету там шестигранника. Как его откручивать? О, видите, открутилось. Все ржавое. Ну что, 15 лет прошло.
Я ни разу не смотрел, как они прикреплены. А сейчас тут кручу, все болты расслаблены. То есть надо периодически проверять. Так, что произошло? Головка сорвалась. Шестигранная вот эта вот вставочка прокрутилась. То есть очень сильно там внизу зацепило это все дело ржавчиной. И никак. Но я другой вариант решил попробовать. У меня есть такой наборчик. Я вам показывал. Я купил. Болты и шурупы выкручивать. Сейчас попробую просверлить. Но вся хитрость в том, что у него здесь на 4 это самое, четырехгранный, не шестигранный. Я что взял? Я взял вот здесь вот адаптер. Есть на 6 миллиметров головку. И, короче, я решил сделать асимметрию. Вот так. Шестигранник здесь, шестигранник здесь. Получается вот такая вот конструкция, но работает. Чего я только не придумываю. Вот, сейчас попробуем просверлить. Ну, а там посмотрим, там пойдет, не пойдет. Сейчас увидим. Так, ребят, я все внимательно просмотрел. Если вот посмотреть сюда, на заднюю часть, здесь вот раз, два, три клепки. Эти клепки идут вниз на крепление. Здесь клепка идет внутрь. То есть она не связана с этим, с корпусом. Теоретически, если я вот эти три и с той стороны три отсверлю, вот эта вся задняя часть с номером должна опуститься. Либо этот должен освободиться. Ну, поэтому там всего 6. А мужик в интернете один рассказал, я, говорит, делал, он там начал сверлить, столько этих клепок поменял. Поэтому, наверное, они сказали здесь сзади, вот раз, два, три, и все. Но с одной стороны логично. И я решил пойти по этому методу, по 6 этим. Попробовать высверлить здесь. Посмотрим, как это будет работать.
Не понял. А здесь клепка стоит. Это что такое? Что-то удивительное. Там стоял винт, а здесь клепка. Ребят, я его на заводе покупал. Непонятный эффект. Ладно. А так можно было? Я здесь считаю клепки. Они там поставили этот самый обычный этот винтик, болтик, гальтик. Йо. Разводят как лохов. Что-то на заводе, что ли, получается сделали. Интересно. И такая. Снялась. Вот здесь загнуто для прочности. И вот это вот туда ставится фанера. Кто так придумал, вообще непонятно. Но не важно. Теперь все снял. Можно все это сделать. И опять туда поставить. Ой. Так. Как это? Райкин говорил, или кто говорит? А у нас было. Так и здесь. Так, мне надо сюда подлезть теперь туда. Как-то. Кажется, зацепил. Так. Теперь. Вот так. Вот. Видите, как все здесь пробито. Сейчас по этому образцу будем на новой отверстие делать. Сейчас туда принесу подставочку, сделаем все. Все будет путем. Так, пока ее в сторону. Так, ребят, смотрим, что здесь. Как все это устроено, смотрите. Рама и на ней борта. Больше ничего нет. Стремно, конечно, все. Все дешево. Но все официально допущено до проезда, перевоза. Так, сейчас все это почистим. Кое-что подкрасим, подшаманим. Но прежде займемся фанеркой, потому что ее надо еще за там, где отпилены, от влаги защитить. Края вот тут вот, чтобы не самое, на другой, на новый, надо защитить. Видите, как пробито? Один пробитый. И здесь все пробито. Ну, она уже вся старая. 15 лет. Так, переходим на следующую часть.
Что, решила все разобрать? Перенес все туда. Здесь что это самое? Видите, с одной стороны у меня вот это вот для колеса. Как это называется? Я даже не знаю, как это называется. Короче, проржавела вся. Я ее хочу сейчас почистить и черненькой красочкой забабашить. А с этой стороны она тоже начала. То есть сейчас мы все это почистим. А так раму я уже кое-где прошелся. Немножко зашкурил. И сейчас подкрашу. А там все хорошо на том, на бортах. Вот. Ну, в общем, процесс идет. Надо еще выровнять вот эти всякие здесь дела. Тут еще повынимать надо все. Всякую всячину. Потихонечку двигаемся. Так, ребят, покрасил. Видите? Все аккуратненько. Диски закрывал. Здесь покрасил. Это краска. И в ней уже сразу, как это называется, регенерация. Грунтовка, короче, она с этим, с ржавчиной реагирует. Такая технология. Ну все. Теперь сохнет все. Все путем. Выглядит лучше, чем ржавая. Пойдет. Так, сейчас, значит, я здесь немножко... У меня такая краска есть. Цинк, алло. Короче, сейчас я ей мазну. И через 20 минут уже можно будет теоретически даже не дотрагиваться. Вот. А после этого начну заниматься дном. Мне надо отверстие под головки сделать, вернее, это самое углубление. Они головки треугольные. Вот. Ну, сейчас мы пшикнем с вами здесь все. Так, перво-наперво вот эти вот хвосты, или как их назвать, заднюю часть, где крепится задний борт. Мы вот здесь пшикнем. Алюминий. Все. Здесь надо только чуть-чуть, чтобы было просто чистенько. Порядок. Так, здесь сейчас тоже пройдусь, я все протер. Я здесь поцарапал, когда отпиливал, поэтому надо немножко места, где все чистенько, хорошо пойдет. Можно, конечно, там пройтись. Че заодно? Здесь, в принципе, все уже чищено, только сейчас протру. Так, вот здесь вот. Все супер-пупер. Как новый. Так, решил заднее отверстие, вот эти последние, которые здесь на входе в прицеп, просверлить на месте, потому что у меня они раздолбанные, и в фанере все было полностью раздолбанное. Приложил, положил, сделал пока троечку, но попал. Немножко подточил вот здесь и подрезал здесь. То есть теперь здесь вроде бы как бы все ровно. Ну так. Ну, потихонечку процесс идет. Технология отработана. Кстати, кто знает, как вот такие точить эти
каемка-сниматель. Не знаю. Уже затупился. А вот эти средние, их надо утопить. Потому что, когда что-то сюда засовываешь, коробки засовываешь, они должны быть за подлог, как говорят, в один уровень. Что, будем потихоньку собирать? Конструктор. Так, как-то так. Здесь все подошло. Меня только что какая-то фигня укусила. Да так сильно. Вена вздулась. Прям вот на 8 миллиметров. И вот на таком вот расстоянии прям все. Ногу, я думал, упаду. Заклинило сразу. Какой-то бист летел и как даст. Йо! Дотронуться прям больно теперь. Что это такое? Короче, отложили в меня яйцо. Надо сегодня дома под микроскопом смотреть. Теперь буду носителем. Какой-то инопланетянин какой-то. Здесь все опухает. Вон прям видно точка. Все красное уже. Зараза. Не вовремя. Мне прицеп собирать. Так, ладно. Сейчас попробуем. Я все эти отверстия покрасил. Одному неудобно, но вариантов нет. Там что-то застряло опять. Это нормально. Где? Что-то где-то не пускает. Ау! Ха-ха! Зашла. Юкарный бабай. Так. Сначала надо поставить 2 верхних болтика. Я вас сейчас поближе, ребят, ко мне поднесу. Летом на улице снимать очень тяжело. Еще солнышко когда светит, вообще ничего не видно. Так. Посмотрим, что у нас и куда у нас. С какой скоростью. Здесь вот эти плашки, а в них квадратное отверстие. А на болту
на винту вот на этом. Внизу квадратное такое направление. То есть он так встает и фиксируется вещь. Здесь мне еще эти клепки надо снять. Они почему-то не снялись. Что-то я чухнул. Будем пилить клепки. Так, а вот пришли недостающие клепки. Короче, ребят, в магазине такие купить очень тяжело. Вернее, в магазине-то, может быть, где-то есть, но у нас таких магазинов нет. Видите, стальные, из нержавейки. Четверочка, как раз то, что мне нужно. Сейчас мы их с вами поставим, заменим алюминиевые, которые я вставил временно. Ну и заодно в следующей части увидите еще один вариант. Вернее, продолжение, чего я еще придумал. Покажу вам сейчас. Переходим. Так, что нам пришло? А нам пришло крепление. Смотрим, как мы его ставить будем. Так, часть следующая. Заехал в строительный магазин, взял вот эту вот одну штуку и для нее подобрал болтики. Видите,
Вот так будет. У них здесь 4 грани, 30-очка. Я думаю, что пойдет. И 8. 10 не подошла. Гайки взял с фиксацией, с пластиковой. И взял хорошие толстые 3-миллиметровые шайбы, чтобы снизу подложить, чтобы металл тонкий, чтобы не вырвало, если, допустим, будет тянуться. Вот. Так, продолжение следует, как я говорю. Теперь надо что? Все открыть. Так, я решил заменить вот этот вот винт на вот такую вот крепежную систему. Сейчас выкручиваем. Красочка очень хорошо легла. Мне даже импонирует, можно сказать. Так, ребят, с первым получилось. Хочу сделать 6 штук. Вот только думаю, где. Вот тут середина. Туда залезть тяжеловато будет. Но, наверное, это будет самый оптимальный вариант, чтобы посередине тоже одна стояла. Вот так. 6 штук хочу там, тут, тут. Можно будет здесь фиксировать, сзади что-то фиксировать или просто фиксировать. Так, наверное, и сделаем. Так, надо теперь здесь все. Ну, сделал. Как неудобно. Там всего вот такое вот расстояние. И это не работает. Высоты не хватает. Там надо вот такой удлинитель и наискосок. Так, ладно. Поехали дальше. Все относительно быстро, если все хорошо, если удобно работать. Так, еще 3 и переходим на следующий этап.
Так, все, ребят, готово. С этим закончили. Сейчас будем с клепками заниматься. Так, в прошлый раз, чтобы собрать, я поставил алюминиевые, а сейчас будем ставить стальные заклепки. Этот аппарат у меня есть. Клепка-вставлятель. Все. Стоит. Теперь другая. Стоит. Так, решил я вставить сюда гаечки, потому что слишком длинные. Я взял эти клепки. Ну, тоже вариант. Обычную гаечку с той стороны. И тогда толщина заклепывания увеличивается. И тогда клепка держит как положено. Это как решить проблему, если клепки длинные, а металл тонкий, который заклепать надо. Видите? Все срабатывает. Так. Так, ребят, проблема еще. Упало у меня бревно вот на эту вот ручку. И она вывернулась. Надо ее назад вернуть. Пытаюсь как-то все это выкружить в реальном времени. Сейчас посмотрим. Может, удастся. Согнул, самое главное, вот здесь в моменте сварки. Так неудачно согнулось. Ну, лучше нет. Непонятно. Лучше. Лучше, конечно. Будь такая. Дело в том, что у меня у машины задний борт открывается. И если этот слишком высоко поднят, он бьется об борт. А так, он когда немножко приклонен, нормально. Так, ладно, оставляем так.
чуть-чуть сейчас все попробуем, конечно. Я думаю, что особенно больше не надо. Вот так чуть-чуть еще. Под 90 градусов, чтобы был. Ровно так, ровно так. Так, все, с этим тоже разобрались. Как вот так ударил, представляете, как ударило сильно? Вообще. Ну ладно. Так, теперь у меня еще задача сделать... Здесь провода торчат. У штекера порядок навести. Сейчас сделаем. Этот штекер я еще никогда не разбирал. Здесь почему-то все эти выскочили. Почему, непонятно. Все провода соскочили. Так, я думаю, что нужно все почистить щеточкой металлической. Так, все восстановили, все закрепили. Теперь посмотрим, пройдет. Здесь вода больше не проходит, все на месте. Надо какую-то штучку придумать для кабеля, для штекера. Так, поехали дальше, проверяем на свет и порядок. Так, здесь у нас замок стоит. Так. И теперь что такое? Что-то где-то не пускает. Так, смотрим габариты. Постоянно приходится смотреть, ходить. Так. Габариты работают. Номер подсветка работает. Аварийка. Аварийка работает. Здесь не работает. Я знаю, в чем причина. Здесь вот этот штекер с этой стороны
Я его двигал. Должен быть. Сейчас включится. Так, смотрим. Стоп-сигнал. Я его, конечно, не увижу. Но я сейчас, у меня же камера записывает. Сейчас посмотрим. Будет работать, нет. Так, ну что? Все. Процесс завершен. Прицеп обновили. К техосмотру готово. Колеса оставлю так. Диски не буду ничего делать. Здесь выровняли. Этот облагородили. Штекер. Все чистенько. Где-то что-то подкрасили. Тут надо ржавчинку подмыть. Номер, чтобы было видно хорошо. А так нормально. Здесь эти поставил креплёшки. Новое дно. Я думаю, что и мне хорошо, и пройдет все эта система. Здесь, видите, поставил вместо клепок болты. Все путем. Ребят, вот так и попью у меня с прицепом. Ну хорошо, на следующей неделе у меня термин дали. Будет техосмотр. Машину заодно. Это. Я вам тогда расскажу, что получилось, не получилось, как прошло. Сколько меня еще содрали за ремонт. Посмотрим. Всем мир, всем добра. Вот такой у меня был экспедиция в прицеп. Как поменять дно прицепа. В принципе, не сложно, но одному все-таки немножко неудобно. Большой он. Ну, в смысле, 2 на метр неудобно таскать. Как я говорю, адьос. Увидимся. Красота неописуемая.